Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории Украины. В 1991 году, когда распался Советский Союз, образовалась новая Россия, Российская Федерация. Вот эта химия, что называется, между нашими народами, вот эта связь, которая была, ведь она продолжалась. Никто, по большому счету, не думал, что мы вот разошлись окончательно. Ну да, два новых независимых государства, но связи родственные, экономические, политические, какие угодно. Ведь они оставались, и мы думали, что они тоже будут продолжаться фактически вечно. Но получилось не так. К огромному сожалению, получилось не так. Взаимная неприязнь, рост националистических стремлений на Украине, ну, от этого тоже никуда не деться. Они вызвали то, что мы уже наблюдали собственными глазами в 2014 году, в последующее время. Вот, к огромному сожалению, сегодня видно то, что на Украине идет гражданская война. И это отзывается болью и в сердцах тех людей, россиян, русских, которые переживают, ну не могут не переживать за братский народ. Для того, чтобы понять, как это произошло, почему это произошло, мы хотели записать эту лекцию, посвященную истории Украины с древнейших времен. Как случилось так, что мы оказались по разные стороны. Вспомним историю Древней Руси. Ее еще называют Киевская Русь. Действительно была Киевская Русь, вот такое понятие, оно было введено нашими историками еще и Соловьевым, особенно Ключевским, который об этом писал, говорил. Киевская Русь, изначальная Русь, а она развивалась и была одним из самых мощных тогда европейских государств, больше, чем тогдашняя Франция, Англия, другие королевства. Создавалась из двух центров. На севере это Старая Ладога, потом Новгород, на юге Киев. Все мы прекрасно помним, и еще из уроков истории, и из летописи, повести временных лет, как это происходило. Вот эти красивые истории о том, как князь Олег Вещий в 882 году спустился по Днепру к Киеву, захватил этот город и сказал о том, что пусть Киев будет матерью городам русских. Жили тогда еще племена под Киевом, поляне, древляне, северяне. Олег начал их объединять, продолжили это дело первые русские князья Рюриковичи. И вот тогда восточнославянские племена объединяла, конечно, династия Рюриковичей, откуда есть пошла земля русская. Чуть позднее, при Владимире Красносолнышко, а здесь уже был и религиозный фактор. Мы приняли христианство. И вскоре племена исчезали, образовывались города. Не зря варяги называли нашу страну Гордарик, страна городов. По Десне, по Днепру, по другим рекам, а если вообще из космоса посмотреть на восточноевропейскую равнину, она буквально пронизана, как артериями, сетью вот этих рек, по которыми передвигались люди. Здесь же река давала и пищу. Если говорить вот о трех стихиях, которые были присущи тогда русскому народу, природные стихии я имею в виду, это, конечно, вода, лес, степь. Вот вода — это всегда благо. Вода — это жизнь. Вода — это заливные луга, это рыба, это передвижение. Как артерии заменяли тогда дороги. Лес — немного более сложное отношение к нему. Лес, да, это дерево, это жилище, это тоже пища, это охота, но тем не менее в лесу жили и лешие, где-то там были болота и русалки. Немножко такой страх, поскольку серый волк, медведь, конечно, угрожал тогда человеку. А вот степь — это скорее отрицательное значение, поскольку, с одной стороны, это ширь, это красота, а с другой постоянно приходили оттуда набеги. И хазар, и авары, обры у нас их называли. Здесь и печенеги потом, здесь и половцы, потом монголы-татары. Степь более враждебная. Но тем не менее мы научились выживать. И постепенно шла колонизация, причем мирная колонизация восточноевропейского пространства. Кого там встречали? Встречали угро-финских народов. То есть восточные славяне из Поднепровья шли на север, шли на северо-восток, наиболее сильные, предприимчивые, которые не страшились вот этих дальних путешествий. Туда приходили князья, и даже вот на северо-востоке Руси, где сегодня Владимир, Суздаль, Москва,
по сути дела, считалась пустыней. Там не было вначале большого количества населения. Княжеская власть там даже образовывалась раньше, чем приходила основная масса населения. Но это был один народ. Да, была разница в поведении, которую диктовали местные условия, природные условия. Но тем не менее это был один народ, у которого была общая религия, менталитет, общая культура. Никуда от этого тоже не деться. Разговаривали на одном языке и понимали друг друга. И была одна общая цель. А главная цель, конечно, это защита. Защита своей матери Руси. Причем защищаться приходилось прежде всего от юга, от постоянных набегов. И вот эти набеги, вначале печенегов, потом половцев, уже при Ярославе Мудром, при Ярославичах, они становились все чаще и чаще. Население уходило на северо-восток все больше и больше. И уносило с собой, кстати говоря, названия тех городов, где они жили на юге, в Поднепровье. Ну, давайте посмотрим на карту. Часть городов осталась, часть исчезла. Переяславль, Залесский, Выжгород, Мстиславль. Это те города, которые были на юге Руси, но осваивая вот эту пустыню, дикий край, русские люди строили города, рубили лес, строили города и давали им такие же названия, которые они перенесли с юга. Ассимилировалось вместе с угро-финским населением. Причем на юге, начиная с князя Владимира и в последующем, селился тоже и полон, который брали. Вот князь Владимир селил полон польский, например, на южном порубежье, на этих засечных чертах, которые охраняли южные границы России. Печенеги, черные клобуки, вспомним. Тоже они переселились на Русь и тоже стали своеобразной пограничной охраной. А вспомним половцев, да, это враги, но постепенно и научились южно-русские князья, черниговские, новгород-северские, договариваться и с ними. Ну, давайте вспомним с вами слово о полку Игоря, великое древнерусское произведение литературы. Там князь Игорь попадает в плен хану Кончаку. Ну а чем оканчивается дело? Дело оканчивается тем, что дети Кончака и дети князя Игоря играют свадьбу. И так было очень и очень часто, не только среди князей. Ну, вспомним с вами то, что Юрий Долгорукий тоже был женат на половчанке. Ярослав Всеволодович то же самое. То есть здесь и бытовые связи, и семейные. Мы научились, или учились тогда, скажем прямо, жить с соседями, которые были совершенно разные. На западе это литовские племена, прибалтийские народы, поляки, венгры, на востоке угро-финские племена, на юге здесь и печенеги, половцы, потом ордынцы и так далее. Все равно был один народ. Вот когда началась раздробленность, когда начался вот этот процесс, кстати говоря, этот процесс раздробленности, он ведь характерен тогда фактически для всех государств, которые были чуть раньше, чуть позже, либо в это время. Вспомним с вами империю Карла Великого. Карл Великий, который, ну, наверное, львиную долю тогда Центральной Европы и Франции держал под своей сильной ладонью, но тем не менее она распалась. Пожалуй, только Византия, которую тогда называли Ромейской империей, не знала раздробленности, но она постепенно уменьшалась. Так и было и на Руси. Началась раздробленность, вот этот процесс, который затронул всю русскую землю. Образовались самостоятельные, самодостаточные русские княжества. Здесь и Владимир Суздальское, и Смоленское, и Черниговское, и Киевское. Но все равно вот те князья, которые уходили на северо-восток, тот же самый и Юрий Долгорукий, который основал Москву, здесь и Андрей Боголюбский, и Всеволод Большое Гнездо, все они мечтали быть братом старейшим. И хотя вот порядок престола наследия был своеобразный, который был основан после Ярослава Мудрого, старший в роду — это лестничное наследие, старший в роду — это старший брат, который после тебя, потом следующий брат и так далее. Не от отца к сыну, а именно лестничное вот это наследование. Оно тоже вызывало вот этот процесс раздробленности, аккумулировало его. Тем не менее, вот здесь, когда мы говорим о раздробленности, ее возможно было все-таки преодолеть. Как преодолевали эту раздробленность другие европейские государства? Становились сильными, самодостаточными королевствами в Европе, как Франция, например, как Англия. И у нас этот процесс рано или поздно произошел. Тем более, что вот этот процесс жизни, основной торговли, основной экономики завязывался уже на северо-востоке Руси, куда уходила основная масса населения, как я уже сказал, с Поднепровья. Владимирское и Суздальское княжество на тот период было наиболее мощным, очевидно. Вместе с Галицкой Русью,
Галицко-Волынским потом княжеством и вместе с господином Великим Новгородом. Так вот, князья, которые уходили на северо-восток и основывали там сильное княжество, сильную власть, тем не менее все равно мечтали о Киеве. О Киеве как матери городов русских. Стать киевским князем, великим киевским князем, это значит быть старшим среди других князей. И если вначале, как вот Юрий Долгорукий, они стремились в Киев, там сидеть на столе, то в последующем уже при Андрее Боголюбском, при Всеволоде Большое Гнездо, они получали только это название великого князя Киевского, но оставались в своих землях. Потому что Киевская земля, ну что говорить, приходило запустение, все больше и больше были этих набегов. Это была опасность, это жизнь рядом с диким полем, со степью. Но они строили в своих городах такие же церкви. Те же самые золотые ворота во Владимире, это же тоже слепок того, что был в Киеве. Они пытались и в своих городах устроить жизнь, как она была у матери городов русских, то есть в Киеве. Вот эта общая связь, именно как раз вот это желание перенести к себе вот этот дух мощный когда-то, единой централизованной державы, которой она была, Древняя Русь при Ярославе Мудром, вот она оставалась у этих князей. И рано или поздно, конечно, это воссоединение бы произошло, но случилось так, что в 1237-1238 годах с востока пришли орды Батыева. Батыева нашествие, монголо-татары. Они разнесли в пух и прах вначале северо-восточную Русь, потом Южную Русь. В 1240 году штурмом взяли Киев, разорили весь город, сожгли его. Потом уже иностранные путешественники, которые из Европы ехали в Орду, они проезжали через Киев, и вот из того огромного количества домов, церквей, людей, которые там жили, продолжали все-таки жить. Остались единицы. По дорогам валялись белые кости. Путешественник от папы римского, Каприни, у него есть записи о том, что он видел. Это было страшно. Страшное разорение. И вот здесь население, которое еще оставалось на юге, оно устремилось, и причем большими потоками, на северо-восток, в Залесскую Русь. Откуда, кстати, название Переславль-Залесский. Там оседало, там их принимали князья, там им давали и землю, помогали строить дома, там было безопасно. За лесом, то есть не такие частые набеги могли случаться. Тем не менее, и северо-восток, и юг Древней Руси, он попал под власть Орды, вынуждены были платить дань. И если на северо-востоке, где и Москва, и Владимир, и Суздаль, она продолжалась 240 лет, то Западная Русь и Юго-Западная Русь вскоре попали под власть Литвы. Здесь хотелось бы тоже процитировать Ключевского, вот 16-й лекции по русской истории, он пишет как раз об этом исходе русского народа из Поднепровья на северо-восток. Говорит о том, что произошло дальше. Главная масса русского народа, отступив перед непосильным внешними опасностями с Днепровского юго-запада к Оке и Верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах Центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силы сплоченного государства, опять пришла на Днепровский юго-запад, чтобы спасти оставшуюся там слабеющую часть русского народа от чужеземного ига и влияния. Вот пишет Ключевский как раз об этом исходе, ну и о дальнейших его последствиях. А дальше, если северо-восток, он попадает под власть Орды, то юго-запад, запад, нынешней территории Белоруссии и Украины, они попадают под власть Литвы. Причем не то, что попадают, они добровольно идут под власть литовских князей, чтобы спасти себя от ордынских нашествий. И вот эта территория Великого княжества Литовского, как его называют сегодня на Западе, ну, правильнее, конечно, будет называть Великого княжества Литовского и Русского, оно крепло, оно ширило свои границы благодаря тому, что туда входили западно-русские земли. Здесь и Смоленщина, и Брянщина, и Киевское княжество. На территории Великого княжества Литовского и Русского русский язык основной. Большая часть населения русского, русская культура и православная религия. И первые литовские князья, они вообще были язычниками, им было по большому счету все равно, какая вера.
Главное — это экономическая польза. И русские земли были тогда намного, скажем, более развиты, чем сама исходная территория Литвы. В конечном итоге здесь можно так сказать, что Литва имела все шансы тогда стать, скажем, центром объединения восточных славян, русского народа, разорванного русского народа, вот как бы на две части, одна под Ордой, другая под Литвой. Сколько там 90, а может быть 95% населения в Литовском княжестве, оно было именно русским. Но этого тоже не случилось. Почему? Вот давайте зададимся с вами вопросом, почему все-таки не стала Литва, которая в 1569 году вошла в государственную уже унию с Польшей и стала называться государством Речью Посполитой. Почему она не стала центром объединения русских земель? Все дело, конечно, и прежде всего в вере. Если в период религиозных войн, которые развернулись в Европе, и они затронули какой-то части Польшу, туда пришел протестантизм, лютеранство, польскому королю, по большому счету, было все равно, куда ехать. Либо в католическую церковь, в кирху, протестантскую церковь. В последующем, вот эта обратная реакция католичества на то, что наступают лютеране, наступают протестанты, она привела к тому, что религиозный фактор в Польше, а потом и в Речи Посполитой, он стал чуть ли не основным. Быть католиком — это значит объединять основную часть населения. Здесь и церковь, и государственная власть, она имела очень сильное влияние. И поскольку Польша и Литва объединились в одно государство, вскоре вот это католичество стало распространяться, причем агрессивно распространяться и на русские земли, которые раньше были частью Древней Руси, что вызывало, безусловно, на тот период отторжение, реакцию отторжения в большей части населения. Вот этот религиозный фактор вызвал как раз антагонизм и неспокойствие, состояние фактически гражданской войны в восточных районах Речи Посполитой. На Днепровских порогах, Запорожье, куда убегала основная масса населения крестьянского, пытаясь спастись от этого окатоличивания, завязался как раз узел сопротивления Запорожья. Причем крестьяне бежали не только от католической веры, бежали от польского пана, шляхтича. Ведь барщина, крепостное право в Польше было даже намного сильнее, чем в самом русском государстве. Московской Руси, потом в русском государстве, в России. Польский пан имел право убить своего крепостного. Ему за это ничего не было. И барщина 5-6 дней в неделю. Французский инженер Баплан, который путешествовал тогда по Речи Посполитой, по ее восточному району, говорил о том, что положение русских крестьян в Речи Посполитой — это все равно, что положение рабов на галерах. Не могло не возникнуть сопротивления. Причем еще и в XVI веке, в конце XVI века, в начале XVII века восстания шли одно за одним, чередой. Когда наш общий великий писатель Николай Васильевич Гоголь, и украинский писатель, и русский писатель, мы же все ценим его одинаково, когда писал произведение Тарас Бульба, это такой собирательный образ тех руководителей, лидеров восстания, которые были и до Богдана Хмельницкого, и после Богдана Хмельницкого. Но получился какой яркий, замечательный персонаж. И помните в Тарасе Бульба, когда он говорит о товариществе, о русском товариществе, которого нигде больше нет на земле. Главное для него — это была русская земля. Да, сегодня, конечно же, Украина — независимое государство. Для нас понятие Украина, украинец — это как само собой разумеющееся. Но на тот период, это 16-17 век, что называли Украиной, Краиной, Украиной, какие земли? Давайте заглянем с вами в словарь Даля, конца еще 19 века, и посмотрим на его определение. Украина. Украины, крайний, на краю чего-либо, находящийся, дальний, пограничный, порубежный, что на крайних пределах государства. Далее уточняет. Сибирские города встарь назывались Украинами, а город Соловецкий — место Украины.
надо сказать и добавить то, что были и специальные названия. Окская, например, Украина, Рязанская Украина, потом Литовская Украина, Немецкая Украина, ну, на границах, например, с Ливонским орденом, Литвой и так далее. И вот дальше здесь продолжает Украй. На Украинах, на Студенном море, старинное, ныне Украиной зовут Малую Русь, заключает Даль в своем словаре. То есть вот это понятие, оно возникает постепенно. Да, уже и в конце 17 века появлялись такие названия, появлялись, как, например, Слободская Украина, это там, где ныне находится Харьков, Харьковщина, и Украина малороссийская. И когда вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого, вспыхнуло оно прежде всего в Запорожье. Казаки. Самая, что называется, боевая часть русского народа, которая проживала там, малороссийского народа, как стали его называть, оно подняло восстание против польского гнета, который был тройным, и религиозным, и политическим, и экономическим, я имею в виду крепостное право. В 1648 году и буквально быстро охватило всю территорию и Малороссии, и правобережья, и левобережья Днепра. Были успехи, но поляки и польское государство, то есть Речь Посполитая, была еще сильная, тем более то, что крымский хан постоянно предавал казаков. То крымский хан за Богдана Хмельницкого и его последователей, то за Речь Посполитую. Когда умер Богдан Хмельницкий, последующие, скажем, гетманы Запорожья, они тоже изменяли его делу. То за Польшу, то за крымского хана, за Турцию, Быговский, Брюховецкий. Все смешалось. То есть, по сути, шла руина, гражданская война, конца и края которой не было. И здесь, когда Богдан Хмельницкий обращался к русскому царю Алексею Михайловичу Тишайшему, писал действительно слезные просьбы о том, что примите под свою высокую дань. Причем Москва не скоро согласилась. Еще были сильны вот эти опасения о том, что поляки могут разбить. Ведь было смутное время, поляки были в Москве. Потом была наша неудачная осада Смоленска, которая окончилась ничем, разгромом, по сути дела, русского войска. Как опять воевать с Польшей? А что случится дальше? А если поляки победят? Только-только от смутного времени начали оправляться, но тем не менее вот эта связь, духовная связь, религиозная связь, родственная связь, она вынуждала к действию. Ну как, братский народ, малороссийский народ, русский, ведь тогда считали, да, это единое все было, он потерпит не просто поражение, то есть поляки уничтожат его, либо окатоличат, то есть переменят его идентичность, культурную идентичность. Это будет уже не русские, а будут поляки. Как, ополячившись, становились многие русские еще князья в то время. Был Земский собор в 1653 году в Москве, потом Переяславская рада в Переяславле под Киевом, которая приняла решение, то, что Украина, она входит в состав русского государства. То есть объединяются две разорванные когда-то части вот этого русского мира. И это действительно произошло, что вызвало, безусловно, русско-польскую войну, тяжелейшую войну 1654-1667 года, с переменным успехом, которая шла. Но большинство тогда запорожских казаков, малороссийского населения, было все-таки за Россию. Ну, вопросы веры, они, конечно, здесь были, и вопросы крепостного права, они здесь были, конечно, на первом месте. Поэтому Россия, в конце концов, и выиграла с жестокими потерями. Левобережье Украины отошло к России, правый берег остался пока за Польшей, Речью Посполитой. Хотя Киев, сам город, на 2 года передавался вот по Андрусовскому этому перемирию России, но благодаря нашей дипломатии того времени, ордену Нащекину, его буквально выторговали. Стали тянуть этот процесс и в конце концов договорились о том, что мы за него заплатим. Вот 146 тысяч рублей. Это на тот период очень большие деньги. Например, плотник получал в месяц примерно 50 копеек. Стрелец в месяц 1 рубль. И даже руководитель приказа, боярин, 100 рублей, а тут 146 тысяч. И то 146 тысяч дошли до этой суммы, снизив еще большую, которую просили поляки. И в 1686 году
наконец-то изменился курс политики Речи Посполитой. Турецкая угроза. Здесь эта турецкая угроза, а для нас это крымская угроза, объединила интересы России и Польши. Был заключен вечный мир, так называемый. И после этого почти 100 лет Россия и Речь Посполитая жили в мире и даже были союзниками. А вот 17 век, конец 17 века, начало 18 века шла интеграция малороссийского населения, казачества, запорожского казачества, непосредственно уже в русское, российское общество, и экономическое, и политическое, и другое. Вот этот процесс был очень серьезным и опасным для Польши. Но Польша тогда не могла ничего сделать, поскольку понимала то, что и без России ей не устоять перед теми угрозами, которые приходят с юга, приходят от Турции. Была Северная война, 1700-1721 год, как мы все знаем, Петр I прорубал окно в Европу, воевал в Прибалтике. Причем до этого были азовские походы, и до этого уже были связи с запорожским казачеством, которое участвовало в тех войнах, которые вела тогда Россия на юге, был взят Азов. Но потом вектор внешней политики переменился, Петр шел к Финскому заливу, основал Петербург. И вот в этот момент появилось такое нарицательное теперь понятие, как вот предательство Мазепы. Вот с большим сожалением сегодня мы видим то, что личность Мазепы на Украине, она получает совершенно неадекватное освещение. Если мы почитаем работы, например, энциклопедию конца XIX века, нашу энциклопедию, там про Мазепу четко и недвусмысленно сказано о том, что этот человек кого только не предавал. Ну, давайте вспомним историю, поговорим о фактах. Вначале Мазепа, он служил гетману правобережной Украины Дорошенко. Потом попал на левый берег, служил Самойловичу, гетману уже левобережной Украины. Потом переметнулся тогда в России, фактически правительница была регенша Софья, ее фаворит Василий Голицын, переметнулся к ним. При молодом Петре, который взял власть, переметнулся к Петру, которому доверял ему, сделал гетманом Запорожья. Фактически Мазепа на тот период доверенное лицо Петра. Оборону Украины Петр в период ведения Северной войны доверяет именно ему. И получилось так, что 1708 год, Карл XII, наш противник, шведский король, идет на Украину. И Мазепа и в этот момент он переметнулся опять и к Карлу XII. И когда Петр об этом узнал, он долго не верил в это, в предательство Мазепы, он был, конечно, в гневе. В реальности Мазепа обещал Карлу XII всех запорожских казаков, которые будут воевать против Москвы. Переметнулось только 2000. То есть это тоже о многом говорит, то, что большая часть украинского народа, малороссийского народа, запорожского казачества в то время, она была за Россию. Она не могла себе представить, вот, как она будет при покровительстве Карла XII, который не той веры, который хочет фактически тоже переменить и не только политику, не только экономику в этих землях, не только власть, но и веру. Смотрелось как посягательство на их жизненные устои. И они, конечно, не пошли за Карлом XII. Известна дальнейшая история Мазепы, которая описана фактически во всех учебниках, по крайней мере, сегодня в России об этом четко говорится, то, что это предательство. Он бежал с Карлом XII и вскоре умер, переправившись через пруд. А Петр I приказал выковать для него такой огромный 5-килограммовый серебряный орден, который собирался повесить ему на шею, если поймают. Называл его орден Иуды. С другой стороны этого ордена было изображение повешенного на дереве на суке Иуды. Да, это орден Иуды. И Русская Православная Церковь предала анафеме Мазепу. И вот с огромным сожалением видишь, что сегодня вот на Украине, действительно с огромным сожалением, есть орден, новый орден, крест Мазепы, причем это президентская награда. Как это происходит? Почему? Вот это происходит. Екатерина II, великая правительница, продолжательница дел Петра, она фактически возвратила в лоно единого государства, Российской империи тогда, те юго-западные, западные русские земли, которые оказались в свое время под властью Речи Посполитой. Причем, к сожалению, сделала она вместе с германскими государствами. И Австрия, и Пруссия.
На то были свои причины. И шла война с Турцией, и Россия могла увязнуть в боевых действиях на разных направлениях. И не было в начале у Екатерины II такой задачи, чтобы ликвидировать польское государство. Нет, там речь шла о дипломатии, спор о диссидентах. Диссидентами тогда называли именно православное и протестантское население, которое жило в Речи Посполитой. Но факт остается фактом. Делили Польшу вместе с Пруссией, Австрией, хотя Екатерина не взяла ни пяди, собственно, польской земли, как ее называли тогда короной, а возвратила то, что когда-то было составной частью древнерусского государства. Первый раздел — это восток Беларуси, а уже второй и третий раздел — это 1793 и 1795 год. В состав России вошла уже правобережная Украина, Подолье, Волынь, Луцк, Ровно. Все они были когда-то в составе древнерусского государства. Что это за население, которое там жило? Так и называли его в то время и русским населением. Появилось название уже малороссийское население, Малая Русь, Малороссия украинская или украинская Малороссия. Эти понятия тоже появились, и тогда уже появилось такое понятие, как Украина. И шла дальнейшая интеграция того населения, которое вошло в состав Российской империи, в общеимперское пространство. Екатерина, по сути дела, Екатерина II выполнила национальную задачу. Да, у нее, как у императрицы, было много задач имперского характера, и движение на восток, и здесь освоение Дикого поля, Новороссии, то есть предчерноморских пространств. И Крым в 1783 году вошел в состав России. Это южное направление. Но здесь именно движение на запад, включение тех территорий в состав Российской империи, которые раньше входили в состав Древней Руси, это была конкретно национальная задача. Воссоединение разорванных когда-то частей Древней Руси. И Екатерина эту задачу выполнила. В XIX веке украинское население участвовало, наряду с русским населением, белорусским населением, другими народами, участвовало фактически во всех войнах, доблестно сражалось во всех войнах России, Российской империи. И выдающиеся государственные деятели тогда входили в элиту русского государства, украинские. Что я имею в виду? Здесь и канцлер Безбородко. Внешняя политика зависела при Екатерине во многом именно от него. Он заключительный этап правления. Это именно Безбородко сказал: не знаю, как при вас, напутствие молодых дипломатов русских, но при нас ни одна пушка в Европе без нашего согласия стрельнуть не могла. Либо Алексей Кирилл Разумовский. Это великолепные просто и государственные деятели. Здесь вспомним с вами Ивана Федоровича Паскевича. Забытый герой, причем он кавалер всех 4 орденов Святого Георгия Победоносца. Где он только не участвовал, и в войнах из Турции, из Персии, в Отечественной войне 812 года. Да, подавлял и польское, и венгерское восстание. Вот почему при советской власти его не особо выдвигали. Но он выдающийся полководец. Таких мало в Европе тогда сыщется. Он тоже с Полтавщины. И здесь, конечно, когда мы говорим о XIX веке, ведь часть ныне украинской территории, она вошла в состав Австрии, а потом Австро-Венгрии. Я имею в виду Галиция. И хотя с Австрией у нас были различные отношения, но Австрия всегда с подозрением смотрела на Россию и, конечно, желала в какой-то момент, когда, если Россия ослабнет, поживиться за ее счет. Вот именно на территории Австрии, где жило и польское население, и украинское население, я имею в виду Галиция, тогда с центром провинции город Львов, австрияки назвали его Лембергом, как раз и завязалась та история, которая связана, мы бы ее так назвали, «Украина — это не Россия». Причем вот этот лозунг, либо слоган продвигали и поляки, и сами австрияки. Духинский, например, поляк, который участвовал в восстаниях поляков, тогда царство польское уже вошло в состав России, и вот за независимость поляков выступало и то население, которое жило на территории Австро-Венгрии. Вот Духинский, он говорил о том, что москали, причем так и говорил, москали украли название Руси, России. Нет, мы должны называть их москалями. Вот такое унижительное, пренебрежительное название к той территории, которая когда-то была Московской Русью. Хорошо, можно было бы на это не обращать внимания, если бы не работа конкретно в этом направлении. То есть
Еще с 1596 года, когда была Брестская уния, здесь стало распространяться на территории и Галиции, и на ряде территорий, которые потом вошли в состав Российской империи, униатство. То есть это православная по обрядам церковь, но которая подчиняется Папе Римскому. Потом стали меняться ряд обрядов. И это вызывало возмущение, недовольство большинства православного населения. Но это было выгодно и Римской католической церкви, и Австро-Венгрии, которая преимущественно тоже была католическая. Работа здесь шла, причем очень активно. И австрийский генштаб, и австрийская разведка, они всячески пытались аккумулировать именно вот эти антирусские настроения. Можно ли их назвать украинофильскими? Ну, сомневаюсь, потому что большинство-то населения в самой Галиции их не воспринимало. Но главное было завести вот этот процесс. И австриякам это во многом удалось, особенно вот в преддверии Первой мировой войны. Надо сказать, что в Львовском университете тогда работал один историк, причем достаточно хороший историк, можно даже было назвать его замечательным историком, который публиковался и печатался в России. Я имею в виду историка Грушевского, который был одним из авторов вот этой книги «Украинский народ в его прошлом и настоящем». Причем в 2 томах эта книжка вышла в Санкт-Петербурге, а потом второй том уже в 1916 году в Петрограде. В 2014 году Петербург переименовали в Петроград. Выходила и в Москве. И вот что здесь написано. Мы с вами уже говорили о предательстве Мазепы. Мы здесь видим совершенно уже другие понятия, несколько смещенные. Говоря о Мазепе, он пишет, Грушевский, что он воспользовался представляющейся конъюнктурой для освобождения Украины от невыносимого положения. С другой стороны, было почти несомненным, что в случае дальнейшего неудачи царя, то есть Петра I, на Украине прорвется восстание, которое покончит ли с московским владычеством или не покончит, но прежде всего тяжестью своей обрушится на всех, связывающих свою судьбу с московским господством. Знаете, здесь дело даже не сколько в фактах. Так, не так, ну, воспринимает один историк так факты, другой по-другому. Здесь можно было бы развернуть историческую дискуссию, а вот в самой тональности. Вот московское господство, московский царь покончит с владычеством. Причем печаталось это все в Санкт-Петербурге, то есть в Российской империи. Вот эта аккумуляция, скажем, уже противостояния центра, тогда Петербурга, Москвы, великорусского народа с малороссийским народом, и как Грушевский уже четко пишет уже украинскую историю, украинским народом, оно было очевидно. Причем все это выпистовывалось где? Во Львове, который находился тогда в составе Австро-Венгрии. Кстати говоря, о том, когда русская армия вот на первом этапе мировой войны стала наступать, заняла Галицию, ведь как встречало население русская армия? Приветственно. Там не было партизанского движения какого-то. Нет, русскую армию воспринимали как свою, которая освобождает эти территории. И тоже от этого факта не деться никуда. Это было, от этого не отвертеться. Как бы сегодня это ни интерпретировали. Правда, Галицию потом русская армия потеряла. И известно, чем закончилась Первая мировая война — революцией. Здесь стоит отметить следующий факт, что вот революционеры, большевики, члены партии РСДРП, они как бы подхватили вот эту идею самоопределения, самостоятельной жизни, в том числе украинского государства, возможность его отделения, причем не только Украины, а всех народов, возможность их самоопределения. Это для них был фактор революционной борьбы, популярности. Они хотели завоевать популярность и расширить свою агитацию и влияние не только среди великорусского народа, но и среди, как тогда называлось, национальных окраин. И малороссы, и белороссы, и Закавказье, и Средняя Азия, для них это было тактикой революционного движения. От этого тоже никуда не уйдешь. Поэтому, когда грянула революция, уже временное правительство стало подумывать и говорить об автономии и тех или иных образованиях. Ну, если речь вначале шла о культурной автономии, то потом уже и больше возможность и отделения. Уже при временном правительстве об этом заговорили. Все это на Украине было воспринято теми силами, которые занимались, скажем так, сепаратистское направление.
Тот же самый Грушевский, которого мы с вами уже цитировали, историк, он стал первым председателем Центральной Рады, которая возникла в ходе февральской революции в Киеве. Возглавила ее, и вот эти тенденции на автономизацию, а потом даже на отделение, они все больше и больше нарастали. А когда грянула Октябрьская революция, то здесь большевики одним из своих первых актов объявили о том, что народы, которые проживают в России, имеют право на самоопределение. Декларация о прав свобод народов России. Опять здесь для того, чтобы революция выжила, чтобы она переросла уже в мировой, вначале европейский, потом мировой масштаб, им необходимо было выдвинуть такой лозунг, поскольку Россия — это спичка, которая поджигает этот революционный пожар, который потом переносится на другие страны, но эти другие страны, они должны видеть то, что вот какая Россия. Она дает свободу. Эта свобода как раз и служила для большевиков путеводной звездой, которая должна была привести к мировой революции. Это была их главная идея. То есть они считали, что одна Россия, она не победит, она не сможет революция там выжить, если не будет революции мировой. Так оно и случилось. Самостийность вот эта на Украине, она взяла верх, и вот уже в конце 1917 года на Украине, в Киеве возникла правительство новое, Украинская Народная Республика, потом на Западе Западно-Украинская Народная Республика. Большевиков свое дело. Они образовали Украинскую социалистическую советскую республику. Была Донецко-Криворожская республика Советов, была Одесская советская республика. То есть вот она, гражданская война. Вот любая гражданская война, к сожалению, она дает импульс к расколу. Как бы мы этого не хотели. Она дает импульс к взаимной ненависти, что и происходило тогда не только на Украине, в Центральной России, на Дальнем Востоке, на Севере. И, конечно, вот эта ненависть, она только ожесточала противоборствующие силы. Мы знаем то, что большевики заключили с немцами Брестский мир в марте 1918 года. И все вот эти образования, которые были на Украине, на время они просто-напросто исчезли. То есть пришли немцы, которые договорились с Центральной Радой, оккупировали фактически всю Украину, грабили ее, вывозили оттуда хлеб, вывозили оттуда продовольствие. Ленин, который сидел уже в Москве, он на это смотрел как на само собой разумеющееся. Для него главное, чтобы была революция и в Германии. И чем больше, наверное, он думал, будет грабеж, тем больше будет разлагаться немецкая армия, тем быстрее в Германии произойдет революция. Но там она произошла, ну и была подавлена. Германия не вступила на этот курс, который Ленин рассчитывал, мировой революции. Как и в других странах то же самое произошло. Шла гражданская война. Кто были в Киеве? Здесь и Скоропадский, который под немцами, гетманщина. Здесь потом пришла директория Петлюры. Вот о Петлюре стоит сказать несколько слов особо. Сегодня тоже, к большому сожалению, просто смотришь в телевизор или там в интернет читаешь и диву даешься, как можно ставить памятные доски тому же самому Петлюре на территории Украины. У меня, честно говоря, это в голове не умещается. Ведь Петлюра, он проводил, по сути дела, Холокост, геноцид еврейского населения на территории Украины. Причем не только еврейского населения, и, собственно, украинского, русского. По меньшим подсчетам, самым меньшим, до 50 тысяч евреев было убито петлюровцами, а 300 тысяч детей остались сиротами. Петлюру потом снесли. Петлюра оказался в Париже, и в 1926 году его убил еврей Шварцбурд, у которого 15 человек в семье были убиты петлюровцами. И парижский суд оправдал Шварцбурда. Потому что это было, когда всплывали вот эти факты, это было уму непостижимо, как они действовали. И тот же самый Петлюра в начале 1920 года, в апреле, заключил договор с Польшей, вновь образованным государством, для войны против Советской России. Ну, Петлюра, которого сегодня воспевают многие деятели, вот, что он сделал? Он просто отдал Волынь и Галицию по договору с Польшей польскому государству, для того, чтобы Польша помогла войсками. После этого развернулась польско-советская война, в ходе которой и Киев захватывали поляки, и Минск захватывали, потом красные наступали, дошли чуть ли не до Варшавы, потом от Варшавы их отбили. По Рижскому договору 1921 года между Польшей и Советской Россией большая часть Западной Украины, она отошла к Польше и была польской территорией.
с польскими властью, с польским влиянием, с польскими осадниками, то есть переселенцами туда, по сути дела, помещиками, вплоть до 1939 года. Но это вот особая история Западной Украины, она требует сегодня, конечно, дополнительного внимания. Ведь когда в 1939 году Красная Армия 17 сентября перешла польскую границу, когда уже Польша уже фактически развалилась, а правительство польское бежало из Варшавы в сторону Румынии. Ведь как встречало население? Что белорусское, Западная Белоруссия, что украинское, Западная Украина, с цветами. Ну, ненавистен был вот этот польский гнет. Там все что угодно было, вплоть до убийств. Что там творилось? А потом Советский Союз, он ведь брал, по сути дела, под охрану, под защиту вот эти западноукраинские, западно-белорусские земли. Иначе там бы очутились нацисты. Иначе там тогда уже в 1939 году, как на территории Польши, начался, по сути дела, геноцид и евреев, и представителей местного населения. Украина. Вот как образовалась советская Украина. Надо четко понимать, здесь Украина в нынешних границах — это целиком и полностью порождение советской власти, большевиков. Вот до революции можно сказать то, что малороссийскими, как тогда считалось, были всего несколько губерний Украины. Это Киевская, Черниговская, Полтавская, Подольская, Волынская. А вот с марта 19 года, когда образовалась Украинская социалистическая Советская Республика, и вместе с которым Российская Федеративная Социалистическая Республика, она победила в гражданской войне, ведь именно по требованию Ленина, по настоянию Ленина к советской Украине стали прирезаться земли на юге Новороссии, которая осваивалась еще стараниями фаворита Екатерины, выдающегося фаворита Екатерины II, Григория Потемкина. Строились города, причем жило там самое разное население. Здесь и русские, здесь украинцы, здесь татары, здесь греки, здесь болгары, даже сербы, а потом и немцы заселялись. То есть это была общая территория общей Российской империи. Новороссию прирезали к советской Украине. Дальше. На востоке это Донецко-Криворожская, как мы с вами уже сказали, республика Донбасс, тоже. Харьковская губерния, часть, которая осталась тогда, удалось удержать после польско-советской войны, это Волынь и Подолье. Эта территория Украины расширилась более чем в 2 раза. 1940 год, когда Бессарабия возвратилась в состав Советского Союза, имеется в виду то, что Румыния от Советской России в 1918 году ее просто оторвала, оккупировала и все. Вот она возвратилась в свое лоно, и вот часть Бессарабии, я имею в виду Акерман, Измаил, они тоже отошли в Украинской Советской Социалистической Республике. Кстати, столицей Советской Украины до 1934 года был Харьков, а потом переместился только в Киев. Почему так происходило? Опять логика революционной борьбы. Раз это союзная республика, раз там должно быть продолжаться дело революции, необходимо, чтобы там был пролетариат. То есть для Ленина пролетарская, прежде всего, революция. Пролетариат в Донбассе, плодородные земли и пролетариат, и крупные промышленные центры — это Новороссия. Все это должно войти в состав Украины для того, чтобы укрепить, усилить это государство. И тогда большого какого-то сопротивления это не вызывало. Нет, потому что все равно это было общее единое государство. В 1922 году в декабре был подписан союзный договор тогда между 4 республиками. Здесь и Беларусь, Закавказская Федерация, Россия и Украина. Вот эти 4 республики и стали основателями Советского Союза, а потом и в Конституцию вошла декларация, как раз касающаяся союзного договора. И в нем говорилось о том, что каждая республика имеет право свободного определения, самоопределения, то есть выхода из состава Союза. Что это означало тогда? Да, по большому счету, это тогда не грозило распадом государства, поскольку Союзом управляла централизованная коммунистическая партия. РКПБ, ВКПБ, потом КПСС. Она была централизована, и государство было централизовано, а скорее централизованное и больше централизованное, чем федеративное. Но это все-таки действительно была определенная мина. Мина, которая сработала уже в период перестройки, распада Советского Союза, когда авторитет партии упал ниже некуда, она уже партия не правила, не рулила, и в этот момент вот те сепаратистские
настроения движения, которые были прикрыты, подспудно, которые выпестовывались, кстати, в самих же коммунистических партий той или иной республики, они взяли вверх и придали новый дополнительный импульс на парад суверенитетов, а потом и на отделение, и, по сути дела, на распад Советского Союза. Но возвращаясь вот к советской Украине, надо сказать, что это была одна из самых мощных республик, экономически развитых. Вот сколько предприятий? 1000 предприятий было построено и на Донбассе, и в Херсоне, и в Николаеве, и в самом Киеве. Это действительно была сильная, мощная республика. Житницей, наряду со Ставрополем, Краснодарским краем, именно на Украине производилось больше всего зерна, которое поставлялось всей стране. Мы говорим о голодоморе 30-х годов, о раскулачивании. Да, это было. Это страшная трагедия, страшнейшая. По разным оценкам, от 3,5 до 5 миллионов людей погибло тогда во всем Союзе. И на Украине несколько миллионов. Но это поразило всю страну. Это не было вот того, что сейчас в Киеве называют намеренно геноцидом. Даже до этого доходит украинского народа. Но ведь это было везде. Это было в Поволжье, это было в Северном Казахстане, это было на Северном Кавказе. Это было и в Центральной России, вот этот голод. Страшное дело. И этого мы тоже не должны забывать. Кстати, вот эта трагедия ведь тоже объединяет нас в той боли, которую мы переживали тогда вместе. Тем не менее, Украина за 1922 год, когда образовался Советский Союз, до 1991 года, она приросла территориями, вот давайте с вами посчитаем, в 1922 году это 440 тысяч квадратных километров. А уже в 1991 году это более 600 tысяч квадратных километров. Население возросло в 2 раза. С 26 миллионов до 51 миллионов на 1991 год. Вот. Несмотря на все потери, на Великую Отечественную войну, равно как и другие республики, население Украины росло. И чего там только не производило. И станки, и оборудование, технику, самолеты, Антей, Руслан, Мрия, самые большие самолеты в мире. Ведь предприятие Антоновское, которое после войны было перенесено в Киев, производило те самолеты, которые ни одно государство в мире больше не могло производить. Работала тогда вся страна. Ведь комплектующие, запчасти, детали поступали со всей страны именно туда. Поэтому мы и были сильны. Мы были вместе, и мы делали вот такие выдающиеся технические достижения. И одни из первых компьютеров в Советском Союзе стали тоже производиться, между прочим, на Украине. Великую Отечественную войну вот мы четко должны сегодня показать, помнить, что Советский Союз одержал великую победу благодаря тому, что все мы были вместе. Не было вот этих национальных сепаратистских квартир. Мы вместе воевали. Казахи, киргизы, грузины, армяне, азербайджанцы, белорусы, украинцы, русские. Ведь русские защищали Киев, потом освобождали Киев вместе с украинцами и белорусами. И украинцы и белорусы, они тоже защищали Москву как свою столицу. Без этого мы бы не победили. Причем ведь многие выдающиеся наши полководцы, маршалы, уроженцы Украины, и украинцы по национальности. Здесь и маршал Рыбалка, и Малиновский. Вспомним с вами самого молодого командующего фронтом, генерала армии Черняховского, выходец с Украины. Он, к сожалению, не дожил до конца войны, а то бы тоже стал маршалом. Он погиб в феврале 1945 года в Восточной Пруссии. И в довоенное, и послевоенное время элита Советского Союза, она пополнялась, причем мощно пополнялась, тоже выходцами с Украины. Тоже разных национальностей. Вот Брежнев с Днепропетровска, вернее, Дзержинск вначале, потом Днепропетровск. Хрущев, помним, он был и мэром Москвы, как мы сейчас назвали, первый секретарь ЦК Московского горкома партии, на Украине. И здесь мы вспомним и Подгорного, и Тихонова, и многих-многих других. Вот не было такого различия. Ты с Украины, значит, ты какой-то не такой. Или русский приезжал на Украину, ты, значит, какой-то не такой. Вот эта общая связь духовная, от этого тоже никуда не деться. Она была, и она оставалась вплоть до середины, скажем так, 80-х годов. А вот с середины 80-х годов вот сработало то, что заложили большевики в 1922 году, когда создавали Союз, вот этот свободный выход.
Партия ослабла, партия потеряла авторитет, начались экономические неурядицы. Вот то положение, когда на местах местные органы власти, я имею в виду все партийные, да, не коммунисты, ну как-то они быстро перекрестились, что в России, что на Украине, они стали думать о самостоятельности, о независимости, стали издавать свои законы, указы, которые противоречили Конституции СССР, что было тогда незаконно. Ну, это было, и сам ЦК партии КПСС, который сидел в Москве, и Горбачев смотрели на это вначале сквозь пальцы, пытались возмущаться, делали один шаг вперед, два шага назад. В общем, началось то, что мы сегодня называем парадом суверенитетом и крахом Советского Союза, который стал неизбежным уже после путча августовского 1991 года. Если вот в марте 1991 года был референдум о Едином Союзе, и во время этого референдума что в России, что на Украине, абсолютное большинство населения высказалось за сохранение обновленного Союза, ну, чтобы мы жили вместе, то уже после путча референдум на Украине показал, то, что большинство населения теперь за то, чтобы Украина была самостийной, самостоятельной. Так оно на самом деле и произошло. И Беловежские соглашения декабря 1991 года, когда встретился Ельцин, когда встретился белорусский лидер Шушкевич, украинский президент Кравчук, ну, по сути дела, поставили точку на нашей совместной жизни, а не отменили союзный договор 1922 года. Да, это было, как сказал наш президент, геополитическая катастрофа. Ну что об этом плакать и сожалеть? Так произошло, надо жить дальше. И жить так, чтобы и в России, и на Украине людям прежде всего было хорошо. И для этого все основания, безусловно, были. У нас общая история. Общая победа Великой Отечественной войны. Ведь Великую Отечественную войну из 11,5 тысяч героев Советского Союза более 2000 это украинцы. И мы знаем то, что Егоров, Кантария, русский, грузин, которые водружали знамя победы над Рейхстагом, но ими руководил и их вел в Рейхстаг, и на крышу Рейхстага лейтенант Берест, украинец. Это тоже наша история, об этом надо было постоянно говорить. Вот история нас стала разделять, и причем стали писать разную историю. Я вот тоже иногда с изумлением, удивлением смотрел на учебники истории Украины еще вот конца 90-х, начала 2000-х годов, где говорилось о том, что уже не было Великой Отечественной войны, а было участие Украины во Второй мировой войне. Ну, хорошо, ладно. Потом пошла речь о бандеровцах, то есть украинская повстанческая армия, о тех бандеровцев, о бандеровском движении, о Бандере, которое, по сути дела, зародилось еще в Австро-Венгрии, о котором мы с вами говорили. Потом под польским господством Галиция отошла в Польшу после Первой мировой войны. В конце концов, выплеснулась уже вот этой мутной пены года Великой Отечественной войны на самой Украине. Если мы посмотрим фотографии, документы, ведь они все есть. Они опубликованы не только в России, ведь до 2014 года Служба безопасности Украины опубликовала архивные документы, в том числе о действиях бандеровцев и украинской повстанческой армии. Там четко все прописано. И о Волынской резне, и о Львовской резне. Львовская резня, я напомню, то, что в конце июня гитлеровская армия зашла во Львов, вместе с ней пришли вот националисты, которые объявили о создании украинского государства независимости, ну, под протекторатом Гитлера. Ничего у них не получилось. Но ведь вырезали сколько людей. И евреев, и самих украинцев, и русских, и интеллигенцев. Волынская резня — это резня польского населения, это бандеровцы. Как можно воспевать таких людей? К сожалению, огромному сожалению, Бандере сегодня ставят памятники и называют улицы. Это боль. Общество, к сожалению, здравомыслящее общество, все это прекрасно понимает на Украине, но что-то сделать, ну, мешает то, что за это будут последствия. Вот. Когда в Германии при Гитлере пришли нацисты к власти, ведь тоже большинство населения не думало, во что это превратится. Какая будет нацистская диктатура, сколько людей погибнет. Большинство, конечно, думало, что это будет не так, но это произошло. Очень бы не хотелось, чтобы сегодня то меньшинство, абсолютное меньшинство, которое считает себя превыше других, которое выкрикивает неонацистские лозунги, оно окончательно бы взяло вверх. И я верю, что, конечно, этого не будет. И рано или поздно мы будем жить дружно, мы будем ездить друг к другу в гости. Мы действительно будем считать себя братьями, которые вышли все-таки,
что бы там ни говорили, из одного корня. Ну, на этом позвольте закончить. Спасибо большое.